Конец января 2018 года. Вот, приехали на объект. Сейчас будем собирать дымоход с печкой. Печка называется Tesla фирмы Community. Какая тут история, значит, случилась. Человек купил домик 4 года назад примерно себе. Вот этот вот. Это Воголатого. Вот. И у него уже была печка. Сейчас мы ее там покажем. Значит, но он жаловался, что там почему-то течет что-то, она там запахи какие-то от нее. Сейчас будем это дело все разбирать. И вот такая вот труба там стоит с 3 растяжками. Сейчас попробуем показать. С мастер-флешем резиновым, который съехал. Наверняка там уже герметик оторвался или что-то произошло. Ну, короче, мастер-флеш — это такая вещь временная. То есть на год, на два ее можно поставить, потом придется переделывать. Сейчас здесь соберем леса, либо лесенку, там есть материалы, и будем производить разборку дымохода сверху вниз. Здесь у нас вроде как зима началась, в городе все растаяло, а за городом у нас снежок идет уже опять. Так, и самый интересный момент. Человек, заказчик, думал, в чем же дело, и сейчас я покажу, в чем дело. Вот печка. Это у нас мета старенькая. В таком она плачевном состоянии. Здесь у нее куча подтеков. Даже сейчас видно, что вон подтеки идут. Вон у нее тут какие-то сталактиты растут. И вот здесь всегда озеро маленькое происходит. Ну и самый прикол в том, что специалисты, которые здесь были, вот они вот так собрали. Собрали по конденсату. Дымоход собран по конденсату. Внешний контур. То есть вообще неправильно совершенно. Здесь он зашит в короб с вент-каналом, с проветриванием. А там вот так выходит. Вот такие специалисты встречаются в монтаже печей и каминов. Но сейчас это будем пробовать исправить. Переставим новый дымоход, потому что там внутри вата наверняка вся сгнила, уже перегнила. Так, застелили все пленкой. Для того, чтобы работать, чтобы грязь тут не разводить сильно. Сейчас делаем леса на улице, для того, чтобы забраться на крышу. Снесли, значит, старую печку. Там стояла мета, здесь у нас стояла, мы ее унесли на улицу и поставили за место этой печки на старое основание Tesla фирмы Community. Сейчас покажем, из чего она состоит, эта печка. Значит, здесь дымоход поставили тоже весь новый, покрашенный в черный цвет. Фланец поменяли. Тоже поставили черного цвета, но фланец чуть-чуть у нас меньше. Здесь будут декоративные наличники выбраны и установлены, то есть, чтобы скрыть эти щели. Вот. Стенка здесь противопожарная сделана с вент-зазором. Она, то есть, проветривается вся наискосок. То есть воздух здесь заходит, она проветривается, и здесь горячий воздух выходит. Тем самым каркасное перекрытие, там стенки, точнее каркасные, они не перегреваются и не горят.
Основание здесь не знаю, какое сделано, но я так думаю, что там лежит ЦСП и на него выложена плитка. Дымоход у нас здесь стоит сэндвич. Труба внутри, изоляция 50 мм, нержавейка 304. В начале идет 0,8 толщиной вся. И полметра патрубка, шиберная задвижка и первый метр трубы идут из 0,8 железки внутри. Внешне это 430, покрашена порошковой краской и запеченная в печи. В специальном цеху, там у нас есть покрасочный цех, который гарантированно нам делает уже эти покраску. Вот, и на нее у нас есть гарантия. Печка очень оригинально выглядит, очень богато выглядит. У нее что, значит, идет? Она, значит, стояла на палете. По документации у нас на стекле у нее такая красивая мулечка висит фирмастая. Типа 6 киловатт, размер, диаметр, вес и дрова какой длины помещаются. Идет заглушка. Если будет заднее подключение, здесь у этой печки есть заднее подключение, можно трубу подключить сзади, и сверху вот этот блинчик кладется. Потом инструкция. Ну, тут всякого много понаписано. Полезных вещей всяких, там как обслуживать технически ее стекло всякое. И карта приемки. Не знаю, это типа контроль, что ли, качества на заводе у них. Значит, сама печка. Верхний вот этот блин, он снимается. Там внутри у него всякие крепежики сделаны на дверце. Не будем его снимать. Радиусное стекло, каленое с тонированием. Видно, что легкое тонирование присутствует. Вон, видите, на белом фоне, как оно с тонировочкой с такой. Ручка выполнена тоже в изогнутом стиле. Механизм прижимной. То есть притягивание, вот он у нас затягивается. Выполнен снизу. И такой же механизм здесь вот он. То есть это одна единая большая ручка. Ее двигаем. Вот, и она прижимает дверь. Это очень грамотно, очень продумано. И, в принципе, все сейчас должны так делать. Сама дверь с пружиной, с доводчиком. То есть, если вы открыли, отвернулись, она закрывается сама. Вот еще раз. Сама прикрывается без хлопков металлических, потому что у нее шнур по всему периметру сделан. Вот у нее здесь сделан, здесь рамка из нержавейки, прижата планочками из нержавейки все это дело. Очень солидно так смотрится. Цена, она, конечно, конкурентоспособна с европейскими производителями. Так, что по поводу дверцы еще? Но когда мы открыли, я сразу обратил на это внимание, не понял, что это такое. А это у нас вот так. Если вам принципиально нужно, чтобы дверь не закрывалась, она делается с такой, как, не знаю, назвать-то, засов, или не засов, упор. И она держит дверцу. Ни у одного европейца, ни у одного европейского производителя я такой вещи вообще не видел. Но это, наверное, у нас, у русских так мелочи продуманные можно встретить, наверное. Не знаю, у кого еще такие есть, но если у кого есть, подскажите. Но видно, что производители этой печки смотрели на многих-многих европейских производителей. И здесь у нас сделан грамотный крепеж стекла, очень грамотный. Он прижимается к металлической двери через шнурки на возможность расширения. И здесь из нержавейки планочки тоже удерживают стекло. Вот такие лапки там везде маленькие есть. И здесь даже тоже вот эти крепежики, видите, они не до конца притягиваются, для того, чтобы если будет какое-то расширение легкое, чтобы оно ничего не треснуло здесь. Так, здесь есть обдув стекла. Да, он здесь есть. Очень оригинально тоже сделан. Значит, сверху сделан такой козырек.
которые повторяют форму стекла. И вот эта часть, она уже в комнате получается, а эта часть уже в топке самой. Воздух заходит на стекло, заходит вот через это место, расходится над козырьком и падает на стекло. А заходит он вот через этот патрубок. Вот здесь приварен патрубок, у него вот здесь отверстие сделано. И он сделан тоже очень правильно, потому что температура печки вот здесь наверху очень высокая. И обдув стекла должен быть выполнен горячим воздухом обязательно. Ни в коем случае не холодным воздухом. Значит, воздух сюда заходит, уже нагревается от того, что здесь труба очень горячая. Вот. Нагревается вот в этой верхней части печки и поступает на стекло через эту щель. И он обкатывает стекло по всему периметру, потому что вот этот козырек, видите, он выполнен радиусом. Он, то есть, повторяет стекло полностью. Вот такая вот вещь. Вот он совпадает. И вот отсюда сверху вниз начинает идти горячий воздух с комнаты, с помещения. И обдувает эту всю часть. Так, что еще? Сверху, в принципе, вроде все. Зуб печной. Печной зуб или обороты дыма, который делает эту часть элемента, выполнена вся полностью из нержавейки. Видно, что лазерная или аргоновая, не знаю, чем это режется. Лазером, наверное, режется. Вырезано все, собрано. Очень интересный вариант. То есть языки пламени не вперед закручиваются, а закручиваются назад. Вот туда уходят. Вот. Футировка вся выполнена из верникулитовых плит. Они выложены вот так радиусом у нас здесь. Собраны вертикально, все вставлены. Колосничок небольшой. Также здесь все заполнено верникулитом. И снизу есть зольный ящик. Ставим опять этот упор. Вот у нас зольный ящик маленький такой сделан. Вот такая вот штучка. Так, под зольным ящиком у нас есть небольшая ниша, как у всех сейчас. Не знаю, здесь можно всякие применить элементы. Ну ничего, тут, короче говоря, у нас сделана подача воздуха снизу. Она подается через зольный ящик. Похоже. Ну, я что-то не вижу даже, на самом деле, здесь отверстие. Все, вижу. Вот. У нас есть регулировка в этой нише. Ну, отмечены 3 положения. 0. Сейчас, если видите, там маленькая заглушка, она закрыта. Положение номер 1, положение номер 2. То есть она отодвигается. И приток воздуха через колосниковую решетку можно сделать отдельно из подвала, либо с улицы, либо с другого помещения. Вот. Здесь есть патрубок такой специальный. Его можно сделать как и в пол, так и сзади. Там сзади печки есть отверстие. Сейчас покажу. То есть можно в бок вывести. Дверца это прикрывается, закрывается просто механизмом и на простейшем. Просто на ролике встает и все. Ничего лишнего. Да, она брякает, но ничего такого сильного. Ну, короче, очень симпатично все выглядит. Все красиво и четко сделано. Сейчас будем затапливать. Ну давайте этот верхний блин снимем. Покажу вам, как там внутри. Вот сама топка, сам корпус выполнен из металла. И сделан еще дополнительный кожух конвекционный, который по кругу везде выполнен. Вот такая вот печка фирмы Community. Сейчас будем собирать это дело все. Ну вот мы печку протопили.
У нас где-то минут 30 интенсивного использования было у нее. Сейчас посмотрим, как у нее дверца открывается. О, повело немножечко. О, ну не открылась, смотрите. О, как горячо-то. Ну, немножко повело, но открывается все. Но зато стекло. Смотрите, как у ребят грамотно получилось сделать стекло. Оно чистое. Обдув работает. То есть это очень приятно, что наконец-то ребята начали делать нормальные печки у нас в России. Ну, неплохо, что. Нижняя часть стекла, видите, немножко все-таки подкоптилась. А наверху так, как и было, все обдувается шикарно. Комьюнити Тесла. Вот у нее, видите, как сейчас видно, языки пламени опускаются вдоль стекла. То есть как раз обдув работает полноценно. Ну и верникулит сзади, на задних стенках, он сначала потемнел, а теперь от температуры у него отлетела сажа вся, и стеночки опять стали желтые, чистенькие. Задвижка снизу, которая на приток воздуха через колосник, работает четко. То есть вот закрыли, полностью перекрыли, смотрите, как огонь. Сейчас работает только сверху, огонь поступает со обдув стекла. Смотрите, какая интересная игра пламени. То есть это показывает на то, что топка, корпус топки выполнен качественно, без щелей, и уплотнитель работает грамотно на двери. То есть приток воздуха чувствуется только сверху. Вообще очень красиво, оригинально. Вот так вот зимними вечерами перед огнем сидеть и балдеть от таких видов. Ну вот сейчас приоткроем. Ох, прям вообще сразу же. Ну, в таком режиме, это вот на режиме номер 2 получается, горит очень все быстро, то есть расход дров будет максимальный. Ну, чтобы это ограничить, естественно, прикрываем поменьше, делаем регулировку, чтобы не так быстро горело. Ну-ка еще раз прикроем полностью. Ох. Красота. Красивая печка, за нормальные деньги, в принципе, адекватные. Что могу сказать? Советую всем, приобретайте.